На военном кладбище Арлингтон в Вашингтоне стоял пасмурный, ветреный день. Под свинцовым небом собирались люди-друзья, сослуживцы, официальные лица. Сегодня хоронили капитана Джеймса Лоусона, боевого офицера, прошедшего не одну горячую точку. К воротам медленно подошел пожилой мужчина. Его шаг был тяжелым, спина слегка согнута, но на груди блестели медали, потемневшие от времени. Это был Гарольд Мейсон, сержант в отставке, боевой товарищ покойного капитана. Он пришел проститься со своим другом, человеком, с которым они вместе прошли огонь, пыль и страх войны. Однако проход на церемонию был ограничен. Охрана проверяла имена по спискам, требовала пропуска. Гарольда не пустили, его имени не оказалось в документах. Несмотря на объяснения и попытки достучаться до понимания, его развернули у ворот, строго следуя протоколу. Старик не стал устраивать скандала. Он был воспитан иначе. Проглотив обиду, он отвернулся и медленно пошел прочь, не желая устраивать сцену на похоронах брата по оружию. Ветер трепал полы его поношенного кителя, шаги отдавались тяжестью в груди. Церемония уже началась, когда случилось неожиданное. Из-за трибуны вышел генерал армии Ричард Кларк, человек, чье присутствие на похоронах придавало событию государственную значимость. Он прервал ход церемонии, спустился с возвышения и подошел к Гарольду. Через несколько минут старика уже провожали к самым передним рядам, рядом с ближайшими родственниками капитана. Генерал лично усадил его на почетное место. Вся толпа замерла, наблюдая за происходящим. То был жест, который не требовал объяснений. Он был важнее любых слов. Полицейский, отказавший Гарольду во входе, в тот же день получил приказ об увольнении. Такое равнодушие было недопустимо в армейской культуре, где память, долг и честь всегда стоят выше бюрократии. Когда зазвучал прощальный горн, Гарольд встал. Его тело выдавало возраст, но осанка все еще армейская. Он отдал честь своему другу, своему брату. Это был момент неофициальный, но самый настоящий. Без слов, без громких речей. Только взгляд, честь и молчание. Иногда самый сильный поступок – это просто быть рядом, когда уже никто не ждет. Особенно если ты пришел не как гость, а как часть прошлого, без которого не было бы настоящего. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.